Меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я расскажу вам об умных часах под названием Huawei Watch Ultimate. Насколько они крутые и насколько производитель Huawei прямым текстом по мне оборзел. Почему? Потому что если вы, как и я, фанат его носимых гаджетов, аксессуары у Huawei всегда супер топовые, у него самые лучшие беспроводные наушники-вкладыши, у него одни из лучших в среднем ценовом сегменте Huawei FreeBuds 5i, ТВС-наушники с поддержкой кодека LDAC. И когда ты смотришь, колонки супер, мониторами я пользуюсь, с часами такая же история была до ультимейта. Почему? Потому что есть ультра, и когда ты имеешь ультру, у тебя в мыслях, да, если эти смарт-часы стоят 1000 евро, у них должна быть поддержка eSIM. Они начали продавать эти часы, я расскажу вам кратко историю того, как я их покупал, потому что одно дело, когда ты в магазине берешь, а другое дело, когда ты покупаешь. Так вот, покупал я их на Алиэкспрессе за 90 с лишним тысяч рублей. Мне продавец их не отправил. Не отправил, после этого я пошел на Авито и купил их, барабанная дробь, за 46 тысяч рублей. Я уверен, что они будут торговаться еще дешевле. Почему? Потому что если вы фанат Huawei, вы прекрасно знаете, что это то же самое, что Huawei Watch GT 3 Pro. Только с режимом дайвинга. Ну, окей, в них можно глубже опускаться под воду, и есть дополнительный ремешок. Все. У них модуль NFC работает с 3 банками, которые я назову, но вряд ли вы ими пользуетесь. Если говорить по поддержке из разряда клавиатуры, ее нет. Сообщения нужно дочитывать в смартфоне. И я понимаю, что я убиваю свой ролик в плане процента просмотра. Я очень надеюсь, что вы посмотрите, что там есть. Но никаких там функций измерения давления, разумеется, нет. И даже если бы они были, должна была бы быть манжета. Кстати, как Huawei Watch D. Самые крутые часы, которые по мне считают давление по моим тестам практически как медицинский прибор. К слову, у них есть сертификация. Но это Huawei Watch D, а не Huawei Watch Ultimate. Если говорить о каких-то других особенностях, да, Huawei понятия не имеют, как их продать. И я им сочувствую, потому что им придется продавать их, наверное, в 4 раза дешевле, чем номинальная стоимость. Мне кажется, что им казалось, что миллион дайверов стоят в очереди и мечтают, что Huawei выпустит часы и побежать их покупать по стоимости гарминов профессиональных. Я уверен в том, что они ошибались. В целом, как носимый гаджет, эти смарт-часы вышли хорошими. Обратить на внимание есть на что. Почему? Потому что у них просто безумно космическая автономность относительно других подобных устройств. А по поводу всего остального вы увидите в обзоре. Надеюсь, за такой подход вы поставите лайк, подпишитесь, напишите в комментариях, чтобы еще купить на обзор. Понятия не имею, как я буду их продавать, но обзор интересный. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в черной упаковке из плотного картона. Выглядит она презентабельно, на ней есть название модели и краткие характеристики. Пакинг отличный, все упаковано надежно. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, запасной длинный ремешок, который можно надеть поверх гидрокостюма, краткое руководство и зарядное устройство без пинов, но кредл несъемный. И да, я тоже помню времена, когда они делали съемный кредл, что было очень удобно. Весят смарт-часы 97,2 грамма, габариты составляют 51,3 на 57 на 15,2 мм. Ремешок, разумеется, быстросъемный на 22 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. 12 числа начнется сейл на Али, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Разумеется, всем, кто поставит лайк этому ролику и напишет в комментах, чтобы еще хотел увидеть на обзор, огромное спасибо. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к очередным топовым часам от Huawei. В продаже имеется два вида данной модели. Это более классический вариант и спортивный. У меня на руках второй вариант. Выглядит Huawei Watch Ultimate брутально и массивно. На мужской руке выглядит очень стильно. Корпус смарт-часов выполнен из жидкокристаллического материала и циркония, что делает их прочнее, чем смарт-часы, у которых корпус выполнен из нержавеющей стали. Безель и тыльная часть изготовлены из нанокристаллического
металлической керамики, безель выглядит как шестеренка. На нем, к слову, есть разметка компаса. Сборка качественная, материалы премиальные. Ремешок выполнен из каучука, тактильно он приятный и довольно прочный. Охват запястья стокового ремешка от 140 до 210 мм. Крепление стандартное, так что заменить его на любой другой ремешок с шириной в 22 мм можно, за что отдельные плюсы спасибо. Застежка классическая, выполнена, разумеется, из металла. Смарт-часы не из легких, но при этом к ним быстро привыкаешь. И при носке они практически не ощущаются. Спать с ними не каждому будет, правда, комфортно. Запястье под ремешком не потеет, ремешок не натирают, за что плюс. Минус только за то, что ремешок очень быстро собирает пыль. Далее, на корпусе расположили область для зарядки. К слову, смарт-часы можно зарядить не только от родного зарядного устройства, но и от любой беспроводной зарядки стандарта Qi. И даже от смартфона, используя реверсивную зарядку. Далее есть датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик температуры, датчик измерения глубины, оптический датчик сердечного ритма и барометр. Мониторинг всех показателей здоровья корректный, пульс может работать в автоматическом режиме. Измерение уровня кислорода в крови, сна, уровня стресса и температуры кожи работает перманентно. Разумеется, все эти показатели можно измерять и вручную. У воздуха смарт-часы ничего не измеряют, и это хорошо. Сон мониторят отлично, как и все фазы сна, быстрый сон и дневной сон. На самих часах графики измерения здоровья отображаются информативно, но вот полноценный график сна не отображается, что для Huawei стандартно является небольшим, но минусом. А вот в приложении можно посмотреть подробный анализ здоровья, как и все остальные графики. Настраивать мониторинг здоровья необходимо в приложении, со смарт-часов это делать нельзя, за что минус. Также есть анализ пульсовой зоны аритмии, измерение ЭКГ, диагностика артериальной жесткости и лактатного порога. Конечно, я не советую опираться на данные, полученные вследствие использования данных функций, но, как по мне, лишними они точно не являются. Для людей, которые ведут или решили вести здоровый образ жизни, эти функции могут послужить неплохими помощниками и мотиваторами в достижении их целей. Помимо уже перечисленного из полезного есть клевер здоровья для развития здоровых привычек, напоминания, дыхательные тренировки, измерение атмосферного давления, измерение высоты, а вот режимы мониторинга на большой высоте, которые есть в GT Cyber, в этой модели нет. На борту также есть довольно громкий динамик с качественным звучанием и микрофон, который показал себя отлично. Во время разговоров, используя функцию Bluetooth звонков, никаких проблем ты не ощущаешь. Далее есть зумер, который расположили на левом торце смарт-часов. По моим наблюдениям, он работает только в режиме дайвинг. Последнее, что можно заметить на корпусе, это 3 физические кнопки. Верхняя кнопка колесиков, которая расположена на правой части смарт-часов, предназначена для включения и выключения устройства, а также для перехода в меню и возврат. Прокручивая ее, можно перемещаться по интерфейсу. Прокрутка сопровождается тактильно приятной вибрацией. Ниже расположили кнопку, которая в стоке отвечает за переход к тренировкам. Переназначить команду на нижней кнопке можно, что удобно. На левом торце находится кнопка для перехода в режим экспедиции. Изменить действие этой кнопки нельзя, а к режиму экспедиции мы еще вернемся. Летим дальше. С фронтальной части Huawei Watch Ultimate находится AMOLED-экран LTPO на 1,5 дюйма. Максимальная частота обновления экрана 60 Гц. Сразу вспоминаются Mi Band 8, правда? За $30. Разрешение экрана 466 на 466 пикселей, плотность пикселей 311 ppi. У Huawei есть модели подешевле с плотностью пикселей, кстати, в 326 ppi. Экран не утоплен, но он покрыт сапфировым стеклом. Рамки минимальные, экран довольно большой. Интерфейс доступен на русском языке с корректным переводом. Скроллинг плавный, интерфейс работает довольно шустро. Автояркость на борту работает корректно. При прямом попадании света на экран яркости более чем достаточно. Спящий режим максимум 20 секунд или авторежим. Функция, при которой экран не гаснет, можно настроить до 20 минут, а также есть Always On Display. Стиль AODA зависит от циферблата. В стоке на самих часах есть кастомные циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям, анимированные циферблаты. А в магазине с циферблатами можно выбрать любой циферблат из бесплатных, к слову, их там более чем достаточно. Любое фото поставить на заставку, разумеется, можно, как и в часах за $20. И удобно то, что у циферблатов есть уровень расхода заряда смарт-часов. При поднятии запястья экран загорается моментально, также можно выставить, что именно будет загораться, AOD или главный экран с циферблатом. Тем для меню нет, есть только 2 стиля отображения. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и одиночное нажатие на экран для пробуждения. Работают обе функции корректно. Из полезного есть функция «Не беспокоить», которая работает весь день или по расписанию. Спящий режим, фонарик, который может мерцать разными цветами и с разной скоростью, блокировка смарт-часов. Но минус в том, что выход смарт-часов из этого режима производится прокруткой кнопки колесика, а не зажатием ее. Для избавления динамиков от воды предусмотрена функция продувка динамика, разумеется. Для блокировки смарт-часов также можно завести шестизначный пароль и включить функцию блокировки устройства, если оно не надето на запястье. На борту есть достаточно много полезных функций настроек. К слову, персонализировать
карточки быстрого доступа можно, при этом просто нажав на одну из них. Как и сортировать меню. По свайпам с главного экрана все стандартно. Сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть заряд смарт-часов в процентах, различные режимы, поиск телефона, будильник и не только. Снизу вверх уведомления, слева направо погода с плеером, справа налево виджеты. В меню есть настройки, фонарик, поиск телефона, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме. Также отмечу, что секундомер и таймер имеют приятные системные звуки, которые я не встречал в прошлых моделях от Huawei. Далее есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, измерение СПО2, измерение пульса, ЭКГ, диагностика артериальной жесткости, клевер здоровья, лактатный порог, измерение температуры кожи, дыхательные тренировки, барометр, тренировки активность, погода с подробным прогнозом, фазами Луны, приливами и отливами, восходом и закатом Солнца, а также восходом и закатом Луны, компас, Petal Maps, телефон с последними звонками и контакты, которые можно набрать через приложение. Но вот набора номера нет, за что огромный минус. Настройки и музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. А также можно загрузить музыку на сами смарт-часы и слушать музыку прямо через них или через подключенные к ним Bluetooth-устройства. В приложении на смартфоне есть App Gallery, приложений в нем не особо много, но есть калькулятор, к примеру, мини-игры, радио, навигаторы, приложения для управления устройствами умного дома и даже приложение для удаленной фотосъемки. Конечно, для этого на смартфон тоже нужно установить данное приложение. В настройках есть вкладка «Умный помощник», но она не открывается, что связано с регионом и привязанным смартфоном. К примеру, со смартфонами Huawei голосовой помощник работать будет. Летим дальше. Операционная система HarmonyOS версии 3.0. Версия Bluetooth 5.2. Очень странно, в большинстве устройств уже 5.3. В настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники и даже Huawei S-Tag, нагрудный датчик, датчик скорости, каденса и датчик мощности. Смарт-часы поддерживают Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и связь со спутниками, но для России на данный момент это вообще никак не актуально. NFC-модуль на борту, есть приложение карты с поддержкой Газпромбанка, Россельхозбанка и Банка Солидарность. Оплата работает, но на данный момент поддержки других банков нет. К слову, ее поддержки нет уже много лет. Тренировок на борту более чем достаточно, автоопределение тренировок на борту с поддержкой автоопределения ходьбы, бега, эллипса и гребного тренажера. В настройках тренировок есть множество полезных вспомогательных функций, вдобавок есть курсы, планы для тренировок, метроном, бег с АИ, интервальные тренировки, сплиты и так далее. GPS-навигация также на борту, часы местоположения определяют до 8 секунд. Карты строят хорошо, но отклонения в маршруте есть. Загружать маршрут на сами смарт-часы можно, также есть обратные маршруты и возврат по прямой. Во время тренировки можно использовать музыкальный плеер, но в фоновом режиме тренировка не может работать, за что минус. Что касается режима экспедиция, данный режим предназначен для записи походов с метками, удобно и просто. Но что действительно круто, так это режим дайвинга. На борту имеется рекреационный дайвинг, фридайвинг, технический дайвинг, ботом-таймер, средства для дайвинга с расчетом NDL, декомпрессии, тренировка апноэ и тестом на апноэ. Настроек большое количество, что удобно, водонепроницаемость у смарт-часов до 10 атмосфер, вместе с ними можно погружаться на глубину до 100 метров. Разумеется, они не боятся воды, как пресной, так и морской. Чисто для примера я окунул их в проточную воду, разумеется, все с ними хорошо. При входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы, включить беззвучный режим или отвечать на них. Вдобавок есть быстрые ответы, которые можно настроить под себя или создать свои быстрые ответы. Уведомления приходят моментально, отвечать на них можно как смайликами, так и заготовками, но полноценной клавиатуры нет. Huawei. За эти деньги? Серьезно? Иконки приложения и смайлики отображаются, большой текст необходимо дочитывать на телефоне, фото в уведомлениях не отображаются. Вибромотор хороший и настраиваемый. Летим дальше. Емкость аккумулятора Huawei Watch Ultimate не указана. Полный цикл зарядки занимает в среднем 1 час. За 5 дней у меня ушло всего 45% заряда со всем мониторингом здоровья, с включенным АОДом в стандартном использовании. Полностью они разрядились за 8 дней. Отмечу, что это время автономной работы без тренировок с GPS-навигацией, без различных режимов, без дайвинга и тому подобного. В любом случае, результат для подобных часов крутой. Данная модель может работать как с iOS, так и с Android-устройствами. Приложение Huawei Здоровье. В приложении есть 5 вкладок. Основные — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, далее есть настройка мониторинга здоровья, вкладка, через которую можно загружать музыку, App Gallery, настройка уведомлений, поиск устройства, будильник, погода, добавление контактов, редактирование быстрых ответов и кошелек. Также есть возможность включить рабочую функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth и активацию при поднятии запястья. Обновлять прошивку в приложении можно. И мне обновление уже прилетало. Минусы: нет возможности завести eSIM или установить nano-SIM. На данный момент нет клавиатуры, нет полноценной многозадачности, нельзя настраивать мониторинг здоровья прямо со смарт-часов. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, улыбнуться, посмотреть промокоды в моем телеграм-канале скидок. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, написать, интересны ли вам данные часы, допустим, для дайвинга. Резюмирую, Huawei Watch Ultimate
Ultimate — это смарт-часы, у которых большая часть их стоимости зависит от материалов, сборки водонепроницаемой конструкции и ПО для дайвинга. Часы действительно отличные, но если вы не дайвер, данная модель вам вообще никак не нужна. Только для внешнего вида, но тогда уже можно чуть-чуть другие устройства покупать. Я бы советовал присмотреться, к примеру, к Huawei Watch GT3 SE или просто GT3. Также хотел отметить, что в прошлых моделях от Huawei, которые я недавно обозревал, разница заключается в материалах и заточенного ПО под дайвинг. В остальном они практически идентичные. Исходя из этого, хочется сказать, что Apple Watch 8 имеет куда более обширный функционал, но заниматься дайвингом на такой глубине нельзя. Даже Apple Watch Ultra имеет класс защиты, который позволяет погружаться на глубину только до 40 метров. Поэтому всем, кто опускается ниже 40 метров на дно, от меня девайс сюда. Кто до 40 метров опускается, от меня девайсу однозначно и нет. Спасибо за просмотр, пишите в комментариях, как вам такие часы. Добра и удачи вам, дорогие друзья.